Так, дошли мы, в общем, сняли распредвалы, посмотрели гидрокомпенсаторы, они все заправлены, все твердые, никаких признаков, ни следов, ничего нету, что или не крутится он, или где-то бьет по нему, то есть все гидрокомпенсаторы все нормальные, хорошие. Вот дошли до выставления меток. В общем, нижняя метка стоит по метке на демпфере, вот, а верхние валы мы ставим по транспортирам. Цепи здесь менены не так давно, прошли совсем немного. Обратите внимание, цепи стоят усиленные, то есть кто-то говорит от Евро 4 мотора, я даже не знаю, на Газели есть ли такой Евро 4, честно не знаю. Евро 3 знаю есть, как говорят, от Евро 4 мне говорили, но комплект покупал как, то есть позиционируется он как усиленный, то есть шли звезды, они с более острыми зубами, выемка под ролик более широкая, и сама цепь, она немного шире и толще, и вот ролики более широкие, более мощные, такие вот, в отличие от стандартной цепи. Менял я, когда меня порвала цепь, лопнула, одно звено треснуло, трещина пошла, и вот от этого я ехал в поездке, меня порвала цепь. Вот я поставил усиленные, то есть пришлось поменять все звезды на коленвалу, внизу на промвале и вот эти вот. Вот, так что цепь стоит вот широкая, усиленная. Они есть в продаже, есть такие вот широким роликом, широкие вот усиленные она. Как бы она так, более такая мощная, толстенькая идет. Так, вот значит поставили вот 240 фаза, это карбюраторные распредвалы. На Газели карбюраторные стоят такие вот с фазой 240. Вот мы выставили, метка здесь на звездочке вот совпадает, но тут трудно поймать относительно, вот, ну, как бы остается на глаз ловить, а тот транспортир он показывает очень точно. Вот, выпуск 19 градусов, там может немножко не доходит, там 0,3, даже меньше половины градуса. Допуск, по-моему, разрешается до 2 градусов допуск. Идет отклонение, ну, на вытяжку цепи. В общем, здесь так, ровно 19. Поставим сюда, посмотрим. Так, тут немножко цепка расслабилась. Сейчас мы вот выровняем. Натяжитель не выстрельнул, то есть я его пока не выбивал, он стоит заряженный. Вот, и здесь вот мы видим ровно 20 показывает. Вот результат вообще великолепно, отличный. То есть как и рекомендовано с заводом, изготовителем. Вот так вот. Вот такие транспортиры, они есть в продаже, по-моему, через интернет их можно заказать. Вот. Я тоже заказывал как-то, ну, правда, долго везли, месяц с Нижнего везли. Вот, а это взял у знакомого, он тоже заказывал, там, по-моему, в течение недели ему доставили. Вот. Вот есть такие приспособления. Так что метку так трудно поймать, и, как правило, они, даже покупая звезду в комплекте или заводская, тут бывают такие неточности, что даже вот эта вот метка стоит неправильно. Поставив по метке по заводской ровно, да, как вот вам покажется, вот ровно относительно этой кромки, но померив транспортиром, там разбег значительно получается. Так что я вот решил перестраховаться, вот я поставил по транспортиру. Вот так вот. Ну, будем собирать, посмотрим. Единственное, что мы обнаружили, вот это вот пластиковый фиксатор, который на валу стоит, который люфт ему не дает. Вот, только он рассыпался. Ну, ничего с компенсаторами, ничего здесь не обнаружено, никакой проблемы, почему-то, откуда стук идет. Вот будем собирать, выставим валы, все соберем и заведем, посмотрим, что получится. Если не оно, ну, придется где-то еще искать. Придется смотреть, уже думать о втулках на шатунах. Возможно, это и втулка. Вот. Будет видно, сейчас соберем и заведем.